В этом выпуске я не буду настаивать на подлинности представленных роликов. На YouTube полно всяких паранормальных сенсаций, так что давайте просто посмотрим несколько из них, которые кажутся наиболее убедительными. Действие происходит в Каталонии, в Испании. Начинается все с того, что два парня пробираются через лес ночью. Они явно пытаются найти источник странных звуков. В такой ситуации присутствие камеры вполне объяснимо, где странные звуки, там может оказаться и нечто, достойное быть запечатленным на видео. Парни идут на звук, и по пути им начинают попадаться огромные белые перья, которые кажутся совершенно не к месту в лесу, поскольку маловероятно, чтобы вдруг какому-нибудь гигантскому лебедю или утке пришла фантазия прогуляться почаще. Потом они обнаруживают в кустах фигуру, которая поначалу напоминает свернувшегося калачиком человека, до тех пор, пока существо не поворачивает голову. Если остановить картинку, можно увидеть, что глаза существа посажены очень глубоко, голова и лицо намного крупнее, чем у человека, и весь он невероятно бледный. Если присмотреться, то можно даже заметить отметины на спине, как будто когда-то на этом месте были крылья. Один парень прогуливался со своей собакой по лесу где-то в России, и вдруг в какой-то момент пес теряет всякий интерес к палке и убегает. Хозяин пытается догнать своего Тарзана и натыкается на две женские фигуры, причем одна из них парит в воздухе примерно метрах в 3 от земли. Женщина в оранжевой куртке как будто наблюдает за полетом девочки. Парень приближается, чтобы рассмотреть странную сцену поближе, и тут незнакомки его замечают. Летающая девочка опускается на землю, и обе дают дёру. Обычно для разоблачения такого рода роликов достаточно задать вопрос, почему кому-то пришло в голову снимать именно в этот момент, ведь люди не ходят с камерами наготове на тот случай, что мимо них пролетит НЛО. Но в этом случае не подкопаешься, человек просто решил снять видео, как его собака исполняет команду «Апорт». А это видео начинается с того, как сотрудник службы охраны снимает 4 монитора, которые соединены с камерами, расположенными поблизости от аттракциона «Дом с привидениями» на территории Диснейленда. Снимающий приближает камеру к одному из мониторов, и через несколько секунд на нем возникает нечто странное, ясно различимая, хоть и совершенно прозрачная фигура. Призрак неторопливо прогуливается по дорожке, легко проходит сквозь запертые ворота, пересекает улицу, идет по направлению к реке и исчезает из виду. Все это выглядит крайне подозрительно. Зачем настоящему призраку бродить по фальшивому дому с привидениями, построенному специально для развлечения публики? Кто вообще в такое поверит? Но как тогда можно объяснить изображение на мониторе охранника, похожее на тень человека? Это запись с видеокамеры наблюдения Лефортовского тоннеля Москвы, в котором постоянно происходят аварии. Раньше на этом месте было кладбище, и водители, знающие историю тоннеля, стараются объезжать его стороной. В 2010 году в сети была размещена очень странная видеозапись с этого тоннеля. В ней автомобиль ЗИЛ едет по правой полосе, когда в него врезается газель, словно вылетающая из стены. Несмотря на всю необычность видео, большинство комментаторов YouTube считают, что это настоящее ДТП, а никакая не мистика. Однако проверить это не представляется возможным. Это видео сняли 4 иракских подростков, которые отправились в заброшенную школу специально на поиски привидения. 2 минуты они слоняются по лестницам и коридорам, заглядывая в пустые классы и снимая все, что попадается им на пути, но ничего интересного не происходит. И вот где-то в середине ролика объектив действительно выхватывает нечто странное. Подростки просто бесцельно возят камерой туда-сюда, когда в одном из классов в кадр попадает полупрозрачная фигура без головы, двигающаяся по направлению к снимающим. Любой, даже самый прожженный охотник за привидениями, через секунду вылетел бы из школы с диким воплем. А дети не отреагировали на это совершенно никак, то ли не заметили, то ли не обратили внимания и продолжили обследовать здание, как ни в чем не бывало. Спасибо вам, что подписались на канал и на наш паблик ВКонтакте. Там вы всегда можете почитать интересные факты и не пропустить новые выпуски Юфакт.